Привет, мои дорогие девочки. У нас расклад будет такой тоже. Можно ли посмотреть на завистницу-соперницу, что и надо, и как вывести этого человека из своей жизни? Давайте, девочки, посмотрим. Если у вас есть завистница, и она же соперница, как ее брать из своей жизни? У нас есть уже такой похожий расклад. Если кому интересно, можете посмотреть. А сейчас мы именно на завистницу, соперницу посмотрим. Вот которая с вами соперничает и завидует, да, сравнивает себя с вами. Вот вообще сравнивать себя с другими людьми можно только в хорошем контексте, да. То есть когда вы хотите вот для себя что-то взять такого интересного, что подойдет вашему образу, вашей жизни, да, просто не взять чьё-то, да, а взять этот пример для своей жизни. Вот тогда будет какой-то успех. Если вот пытаются забрать чужое, это изначально, девочки, не очень дорожка. И давайте смотреть. Сигнификатор. На этот расклад восьмерка костей. Так, это борьба определенная есть. И она на самом деле злая. Очень много злости со стороны вашей этой завистницы и соперницы в вашу сторону. И что она пытается вызвать у вас, тоже злость, да. То есть она питается вот такой вот энергией, девочки, вашей злости. И она очень сильно радуется, когда она может выяснить, злитесь вы или нет. Но семерка пентаклей, она говорит о том, что многое о вас она не знает. То есть вы для нее не открытая книга, она не может просчитывать ваши действия наперед, думать вашими мозгами. То, что вы, например, будете делать, она не может продумать. Она только видит, что вы уже сделали, то, что ну, как говорится, какое платье одели, что вы сделали. Вот только по тому, что где-то она может наблюдать, она делает какие-то выводы. Знает она далеко не все. Я бы даже сказала, что вот 30% из 100 она может про вас знать и совершенно не контролирует ваше будущее. А она бы хотела. Две семерки, семерка мечей и семерка кубков. Она хотела бы контролировать ваше будущее. А знаете, какое будущее она бы хотела контролировать? Это завистница и соперница, да? Она завидует вам, как королеве кубковая. Она бы хотела иметь вашу вот такую, знаете, жизненную удачу. В отношениях с людьми, близких, в друзьях, в том месте, где вы живете, в той внешности, которой вы владеете. Она считает вас довольно-таки красивой. Именно вот красивой она вас считает. И она бы хотела иметь ваше лицо. Понимаете, как в этих есть такой восьмерка пентаклей выпала. Она, девочки, за вами наблюдает, но у нее очень мало о вас информации. То есть то, что она может наблюдать, это даже не половина того, чтобы она хотела о вас знать. Понимаете? Еще поступает к ней еще какая-то ложная информация, да? То есть то, что, возможно, то, что она не знает, она допридумывает. И она допридумывает вот прям назло себе, о вас думает хорошо, да. То есть, ой, наверное, она купила там новую машину, ой, наверное, кофточку новую купила, там, ну, короче, или у нее там еще куча всяких поклонников, да. То есть все, что имеет красивая женщина, она додумывает. Понимаете? Либо ей кто-то еще на уши присаживается, да, говорит о том, что вы классная. И вот тут начинается ее сравнение. 20-й старший аркан суда выпадает. Тут она начинает сравнивать вас с собой. Ей очень хочется с вами встретиться. Хочется вырвать вам волосы, девочки. Семерка мечей выпала, да? Она очень хочет вот забрать у вас вот то, что вы имеете, то, что она вычислила, что вы имеете, понимаете? Хочет быть на пороге на вашем. Шестерка кубков, вот ее тянет к вам. Ее тянет, девочки, вот такое. Луна выпала. Ее тянет такое вот чувство, да,
странная. То есть, ей как будто надо вами надышаться. Ей надо прям вас увидеть, где-то вас увидеть в толпе, обсмотреть вас, украдкой обсмотреть. Я вот, кстати, тоже встречала таких женщин. И, ой, я тоже о них очень плохого мнения. Вот, например, ты сидишь и чувствуешь на себя взгляд. Ты поворачиваешься или взглядом ловишь ее взгляд, и она быстро убирает глаза. Вот она такая. Понимаете? Ее тянет к вам, ее тянет посмотреть, порыться в ваших вещах, посмотреть, чем вы живете, почитать твой дневничок, залезть тебе в телефон, понимаешь, посмотреть историю, что ты искала. То есть вот бывает так, что женщины проверяют мужчин, да, то есть залезают в его телефон, ищут там, кому он звонил и все остальное, да, то тут, получается, она пытается вот эту всю информацию вот как будто за кумиром каким-то следить, понимаете? За кумиром. То есть прям какие-то газетные вырезки раньше в альбомы делали, газетные вырезки своих кумиров, да, стены обклеивали. Вот у нее то же самое в голове, мои дорогие. Да, сейчас немножко уже не так, как раньше было, но вот она пытается вот это вот все сделать. Из-за чего? 18-й старший аркан. Придурковатая. Придурковатая, девочки. Так, завистница и соперница. Почему она у вас стала? Она очень злая, она очень злая. Она просто вот трясется от злости, да, то, что вы даже прям существуете. Ее бесит, девочки, ваша корона на голове. Второй старший аркан, Верховная Жрица выпала. Ее бесит ваша корона на голове. И бесит то, что она очень устойчива, то, что она была у вас, есть и будет. Понимаете, ее это очень сильно напрягает и бесит. Она сквернословит про вас, называет вас плохими словами. И не одним. Рыцарь мечей и паш мечей выпал, да? То есть это гадкие слова в вашу сторону. Ну, то есть вот какие гадкие вы слова знаете, вот умножьте на 6, как говорится, да, и вы поймете, как она о вас говорит. Очень плохо. Она пытается мужчинам говорить о вас очень плохо. Меняет ли это мнение мужчин о вас? Нет, девочки, она не умеет. Она про вас говорит такими вот словами, типа, знаете, может быть, даже и пошлыми какими-то мужикам. Пошлыми грязными словами. Но она не учитывает одно, что некоторым мужчинам нравятся пошлые грязные словечки, да, и это как-то даже какими-то триггерами у них срабатывает, и они молчат, и в то же время думают, о, а она про то говорит, ну да, она ревнует, она завидует той. Просто не могу, девочки, сказать в видео этих грязных слов, да, но, короче, вы поняли. Так, давайте еще посмотрим. Злится, что она не такая. Она очень сильно вам уступает. Она уступает вам по красоте, по харизме, по шарму вам уступает. От этого большая-большая злость. Прям ногти грязные такие. Знаете, девочки, у меня, короче, тоже была такая одна завистница. Но я бы даже не сказала, что соперница. Нет, девочки, не по мужикам. Но, короче, она настолько мне завидовала. Знаете, это, короче, я не говорю, что у меня там супер красивые руки. Руки и руки, да. Но она, короче, из-за того, что мне делали там какие-то комплименты, короче, я думаю, ну, посмотрю я на твои руки, хотя я не обращала внимания. Девочки, грязь под ногтями. Вот такие вот руки, короче, грабли только держать, да, и у нее ни ногти, ни ухоженные руки, ничего, она даже, не знаю, кремиком, наверное, не мажет даже никаким, хотя кому-то и не надо этот кремик, но я имею в виду, что там вот просто вот убежище было, понимаете, и вот и грязь под ногтями, такая, знаете, вот насколько сама морда хамовитая, настолько и вот эти вот, то, что она мне завидовала чему-то, думаю, что она вот про это говорит. А я смотрю, а у нее вообще капец какой-то, да. И вот она тоже меня тоже называла вот этими грязными такими словами. Но я видела вот эти вот пошлые грязные слова,
И они на меня вообще никак не влияли, да. Я смотрю, думаю: "Боже, какая-то озабоченная". Так что, девочки, вот когда она говорит другим людям про вас, да, они вот то только вот, это какая-то ухмылка, и, они понимают, что, она про вас говорит плохо, вот этими грязными словами, но, эти грязные слова в ушах других не отражаются, не находят покоя. Все равно к вам, лучше относятся к ней, чем к ней. Шестой старший аркан и 13 старший аркан, девочки. Это соперница уйдет с вашей жизни. Да, уйдет. Она просто не сможет с вами никак сражаться, конфронтировать вас не сможет. Она вот прям, знаете, как сутулая, сгорбленная собака покинет ваш мир, девочки. Причем, знаете, как она из-за болезни уйдет. Она из вашей жизни сгинет, вот если вы хотите знать, да, из-за чего. Она не сможет с вами конфликтовать, потому что она серьезно заболеет. Это болезнь, девочки, выпалила. Такая, знаете, даже я скажу, острая фаза какой-то такой болезни. И будет она заниматься какими-то своими, пытаться лечениями, да, но она не умеет лечиться, кстати, к врачам, она жалеет деньги на врачей, и она начинает, девочки, смотрите, тут такие все кубки пошли, она будет просить других людей, чтобы ей помогли, как будто бы бесплатно, да, и никто ей не будет помогать, ей будут как посылать все время, посылать, понимаете, потом она в магию кинется. Да, будет пытаться магичить, вот это вот выпалит, чтобы усилить, вот, скажем, свой денежный канал. Две девятки выпадает, девятка пентаклей, девятка костей, она его не получит. И что дальше ждет? Двойка, это магия идет, но это уже не в вашу сторону. Двойка мечей и двойка пентаклей. Она, девочки, будет пытаться присобачиться, припаразититься к кому-то другому, чтобы забрать какие-то даже жизненные силы, там еще кого-то другого. Не вас, не вас, девочки. Ее долбанет болезнь, и в этой болезни, когда она будет метаться, там, знаете, по дешевке, как говорится, что-то найти, какое-то излечение, не обращая внимания вот на, ну, на какие-то препараты полезные, хорошие. Вот то же самое, что, знаете, драже витаминками С лечить простату, грубо говоря, да, которая у нее есть. Хотя у женщин нет простаты, а у нее есть, девочки, да. И вот она вот как-то вот вообще не соображая ничего, будет это пытаться. Она уйдет в крадника, уйдет, девочки, в крадника, туз пентаклей, будет пытаться воровать, у нее ничего не будет получаться. Да, магией будет пытаться такой вот заниматься, чтобы у кого-то что-то забрать. И смотрите, как у нее все падает, да. Там девятки выпадали, потом двойки выпадали, а сейчас тузы пошли, да. То есть вот эта вот магия, которой она будет заниматься, ее будет вообще изводить. Ну, почему изводить? Потому что не надо лезть туда, куда лезть не надо, да, с такими мыслями, без всякого там понимания и всего остального. Ну, короче, она сама себе будет локти кусать, да, локти кусать себе будет, колени кусать, потом жрать будет волосы, какие-то свои остатки волос, вот состригать и жрать. Вот там вот это уже пошло, понимаете? Поэтому, девочки, такие вот дела. Небольшой раскладик, но все же, да. И как вам ее убрать, да? Вот то, что вы хотите узнать, например, вот сейчас, на данный момент, как, например, убрать ее из своей жизни, как вам от нее избавиться. Она, девочки, все равно уйдет. Она уйдет по болезни. Ну, давайте еще посмотрим. Завистница и соперница, как ее убрать из своей жизни. Она, девочки, пойдет сама. Вот эти вот девятки, двойки выпали. И после какого аркана? После 11-го аркана силы. То есть она от вас, она не сможет на вашей. Она на вашей энергии не вывозит. И ваша энергия ее отравляет. Да? И когда она этим крадничеством будет заниматься с другими, ее тоже это отравит. Вот и все. Вот я вам скажу, что вот, знаете, есть такие люди, ну, даже в колдовстве, кстати.
если уже раз на то пошло. Есть такие, которые вот пытаются много-много колдовать, именно колдовать, эти крадники ставить, там все такое, заберу чужое, вампирить, вот такие. Ой, их очень много, девочки, очень. И даже вот я таких знаю, понимаете? И знаю и в интернете, и знаю и в реальной жизни, и на кого они бросаются, что с ними становится, понимаете? Так что вот как вам ее вообще убрать? Во-первых, желательно, чтобы она, вот смотрите, она не может просматривать ваше будущее, но она вот как-то вот, она, все, что она может, идти по вашим следам, да, и поэтому следов у вас должно быть максимально мало. Вот вы как лисичка хвостом заметайте свои следы, да. То есть желательно, чтобы вот проверьте свои соцсети, чтобы у вас не было левых каких-то аккаунтов, с которых она может, которые вы, например, в друзья где-то добавили, чтобы она не сидела, не смотрела, да. Потом, если у вас есть какие-то общие знакомые, то желательно, чтобы вот эту вот а-ля крадницу, да, то есть с этими общими знакомыми тоже желательно не общаться. Либо, если вы вынуждены общаться, что-нибудь придумывайте, говорите что-нибудь левое такое, да, что ей, когда это передадут, чтобы оно вашей жизни никак не касалось. Тогда вы даже и не будете, вот, знаете, связаны даже энергетически с ней. Вот такие вот дела. И я, кстати, девочки, тоже так делаю. Вот даже вне магии, например, если я знаю, что вот у меня есть такие, которые... А у меня есть, девочки, такие завистницы, тоже соперницы, да. Вот именно завистницы, я бы даже сказала. Так вот, девочки, и они пытаются через наших общих знакомых где-то что-то про меня узнать, да. И поэтому я вообще четко блюду, что я говорю, кому я говорю, например, своим общим знакомым, для того, чтобы они даже вот чисто случайно вот что-то ей такое не рассказали, что она считает, что она выведала. Понимаете? И вот это их мучает. Они вот пытаются, они тратят эту свою энергию, но добиться ничего не могут. И я прекрасно знаю. -1, -2, там -3. То есть это вот я просто даже энергетически считываю, вот как они вот тратят эту энергию что-то узнать, у них ничего не получается. И вот как они минусуются. Да, девочки, поэтому тут тоже так. Просто на какое-то время, как говорится, залягте на дно, да, либо пустите о себе какую-то такую ложную информацию, и вот она будет напрягаться, напрягаться, у нее и так сил не так уж много. И она с болезнью своей, вот когда вы поймете, что она пропадет с вашей жизни, она пропадет по болезни, ее сильно что-то долбанет. Физическая болезнь, девочки. И это будет что-то острое, то есть есть хронические заболевания, есть острые, да, то есть это острое, это может быть больничка, если повезет, да, потом и потом она будет пытаться, знаете, как говорится, брать там талоны к врачу или еще что-то, но вот как-то никто не захочет ей заниматься, знаете, вот как-то будут так улыбаясь, но отмахиваться, улыбаемся и машем, да, как в мультике, и вот от нее будут так абстрагироваться. И все, что она будет мочь, так это вот залезть в какую-то магию, и эта магия еще больше ее уронит, понимаете? Потому что она вот, как говорится, не по законам жизни, а по законам уничтожения действует. Соответственно, сама себя и уничтожит. Все, любимки мои, с чем я вас и поздравляю. Так что расслабьтесь, не напрягайтесь. Пусть она напрягается, а вы не напрягайтесь. Меньше вот про нее даже думайте. А для того, чтобы вы меньше про нее думали, про эту завистницу, соперницу, не давайте ей вот эти вот, знаете, попить воды. Понимаете? Пусть сохнет в своем горшке. Как не кактус, а как вот такое что-то лиственное. Пусть листочки ее опадут. Все, любимки мои, пока-пока.